Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светлана Лосева, и это канал о вязании. И сегодня у меня мастер-класс на канале по стильному брендовому джемперу от итальянского дизайнера Брунелло Кучинелли. Совсем недавно у нас был видеообзор по его некоторым работам, да, по его дизайнерским моделькам. И многие захотели, чтобы я сделала мастер-класс вот по этой моделечке. И я вот решила, что в принципе узор несложный и довольно эффектный. И как вы видите, цена у него оригинала 169 тысяч, но мы будем с вами вязать за гораздо дешевые, да, такой у нас будет гораздо низкая цена, в разы. Вот такой модный образ рисует нам дизайнер, да, на сайте, где продаются брендовые вещи. Посмотрите, по-моему, очень оригинально. В разных цветах его можно, и в голубом, и вот в этом, как вот здесь представлено. Сейчас я вам покажу, по-моему, там еще в темном цвете. Вот в темном цвете, в темном таком сером, серо-голубом, да, цвете тоже все оригинальненько очень смотрится. Его можно как на выпуск носить, да, так и под брючки. Очень красивая, стильная вещь. И вот именно про нее сегодня мы и поговорим более детально. Как всегда в нашем мастер-классе будет выбор пряжи конкретной. Пряжа у меня будет с шерстью, сразу говорю, объемная. Толстыми спицами будем вязать. Узор несложный. Будет у нас схема узора разработана мною. Я выкройку вам подобрала и составила письменное описание, которое я выкладываю под видео. Для этой модели я решила сейчас сделать письменное описание сразу на несколько размеров с 44 по 54. Пожалуйста, смотрите под видео. Все для вашего удобства, мои хорошие. Сейчас начинаем с выбора пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Вот так выглядит этикеточка. Смотрите, это Суперлана из серии Суперлана Alize Midi. У нее состав 25% шерсть и 75% акрил. 100 грамм 170 метров. Это турецкая пряжа хорошего качества. Цвет не тот, сразу скажу. Цвет потеряла я от нее этикеточку. Это я из другого моточка взяла. Но это та же самая пряжа, только цвет не могу вам точно сказать. Но цвет нежно-розовый, скажем так. Хорошие скруточки, вязать очень легко. Вот так выглядит у нас моточек этой пряжи. И вот так выглядит узорчик. Я здесь связала 2 раппорта в высоту и 1 раппорт в ширину. Конечно, когда будет это полотно большое, это будет смотреться более интересно, согласитесь. Но узор очень красивый. Красивый узор. И нет таких грубых вот этих вот отверстий, которые вы видели у Кучинелли, да, в оригинале, скажем так, машинная вязка. Здесь все более ровно. И, конечно, это зависит от плотности вязания. Я брала спицы 4,5. Если бы я взяла 5 или 5,5, у меня, наверное, тоже такие были бы ужасные дырки. Мне не понравилось. Сам узор замечательный, идея интересная. А вот эти дырки, которые у них получаются в машинном вязании, мне не понравились, если честно. Но я думаю, что они и всем вам бросились в глаза, правда? Вот, конечно, можно взять хлопковую пряжу.
тоже такую толстенькую, скажем так. Можно связать и из средней толщины пряжи этот джемпер. Пожалуйста, как рассчитать индивидуальную плотность, будет сегодня в нашем мастер-классе. Вы без труда справитесь с этой задачей. Выкройка у нас будет сейчас элементарная. Вы сами понимаете, простые прямоугольники. Вяжется на одном дыхании, потому что здесь везде присутствует резиночка 2 на 2, собственно говоря. И вот эти вот перекрещивания, которые мы с вами делаем, часто они пугают людей. Не пугайтесь, мои хорошие, я вам сегодня покажу очень легкий и простой способ вязания этих перекрещиваний с помощью дополнительной спицы. Итак, смотрим выкройку и схему узора. Схему узора я нарисовала, вот так она выглядит. 32 петли занимает ширину раппорт, 20 рядов в высоту раппорт. Здесь у нас традиционно вертикальная черточка, это лицевая петля, горизонтальная это изнаночная петля. И как сделать вот эти перекрещивания в косе, я вам расскажу. То есть тут у нас тут перекрещивание на 16 петлях налево, а здесь на 16 петлях направо. Вот. И как это сделать очень легко и просто, я вам сегодня в мастер-классе покажу. Так что не пугайтесь, это действительно легкий узор. Я даже могу его порекомендовать связать девочкам, которые еще только как бы учатся вязать, то есть хотят связать первый джемпер. Узор простой, тут в основном идет резинка 2 на 2. То есть если вы умеете вязать лицевые изнаночные петельки, наверное, уже так уверенно умеете вязать лицевые изнаночные петельки, попробуйте связать этот джемпер для себя. Итак, давайте посмотрим выкроечку еще. Выкроечку я подобрала. Вот такая выкройка. Увеличиваю я вам ее. Все более детали этой выкройки, то есть размерные детали, мы с вами рассмотрим после того, как свяжем образец узора и рассчитаем плотность. Да? Там я вам все прям по полочкам, девочки, раскладываю. Какие размеры берем, сколько сантиметров ширина спинки и полочки, да? Сколько петель набираем, как распределяем узоры, сколько приходится петель на плечи, на вырез горловины, да? Что такое вертикальная плотность. Все эти понятия я вам даю в сегодняшнем мастер-классе. Итак, еще у нас вот такая вот вещь есть, описание я выложу под видео. Вот я решила сделать его. В последние мастер-классы не делала, просто рассказывала, да, а тут решила сделать, потому что, ну, реально, спущенный рукав, свободный крой, так все легко, все так просто. Так, все, мои хорошие, здесь вот это все есть. Почитайте сами под видео. Давайте вязать образец узора. Так, у нас с вами первый ряд будет. Для вязания образца набираем 34 петли. Раппорт узор 32 петли плюс 2 кромочные. Спицы у нас 4,5 я использую, довольно толстые спицы. Вяжем первый ряд. Это будет у нас обычная резинка, девочки. 2 на 2. То есть первый у нас идет изнаночная. И далее идет резинка. 2 лицевые, 2 изнаночные. 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 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, изнаночные. Связали и кромочные изнаночные. Закончили первый ряд. Все четные ряды мы вяжем, как смотрят петли, то есть у нас тоже идет та же самая резинка всегда. Показывать я эти ряды, конечно, не буду. Третий ряд мы вяжем так же, как первый, то есть простая у нас резиночка идет, 2 на 2, да. Начинаем тоже с изнаночной, заканчиваем изнаночной в третьем ряду. И посередине вяжем резиночку 2 на 2. Самый интересный у нас будет пятый ряд. Нам понадобится вот такая вот с вами укороченная спицечка
спицам специально для вязания перекрещиваний. Третий ряд, как я и сказала, начинаем с изнаночной, и далее идет резинка. 2 лицевые, 2 изнаночные, то есть все, как я сказала, как первый ряд вяжем самостоятельно. 4-й ряд вяжем, как смотрят петли. Для 5-го ряда, как я сказала, нужна вот такая спица. Будем делать следующим образом. Смотрите, берем эту спицу, переснимаем 8 петель. Одна кромочная у нас здесь, вот сейчас, кстати, она будет очень мешаться, ну ладно. Давайте переснимаем на дополнительную спицу 8 петель. 4 и еще 4. Сняли, да? И оставляем их перед работой. Провязываем следующие петли за работой, как изнаночная петля, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, изнаночные. То есть провязали еще 8 петель. Вот как я вам сейчас показала. 8. Так, 8 петель. Теперь с дополнительной спицы аккуратно возвращаем на левую спицу все петли, все 8 петель. Аккуратненько возвращаем. Можно по одной, можно сразу, как вам удобно, короче. Мы сейчас с вами делаем перекрещивание на 16 петлях налево. Все, вот так поменяли спицы местами и вяжем. Теперь те петли, которые у нас на левой спице, провязываем их как изнаночная, 2 лицевые, снова 2 изнаночные. Ну, то есть как они у нас лежат на спицах, да? 2 лицевые, 2. Заканчиваем вязание этого перекрещивания одной изнаночной. Там у меня зацепилась ниточка, расслоилась, так скажем. Так, и заканчиваем изнаночной петлей. Замечательно. Так, все. Дальше вяжем, продолжаем вторую часть узора, как изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, изнаночная и кромочная тоже изнаночная. Связали. 6-й ряд мы будем вязать, как смотрят петли. Так, вот так выглядит наше перекрещивание, которое мы с вами сделали. Сейчас у нас 7-й ряд. 7-й ряд, смотрите, я показываю вам схему. Посмотрите внимательно, девочки. 7-й ряд. 7-й, 9-й, 11-й и 13-й ряды мы вяжем так же, как вязали первые. То есть у нас все идет, как смотрят петли. Идет резинка у нас 2 на 2, да, и по краям изнаночная, изнаночная. Понятно, да? Следующее перекрещивание мы будем делать в 15 ряду во второй части узора. И перекрещивание у нас будет также на 16 петлях направо только теперь. Я покажу, как с помощью этой дополнительной спицы перекрестить петельки направо. Поэтому самостоятельно сейчас мы вяжем с вами, как я уже сказала, 7, 9, 11, 13 ряды. И в 15 ряду снова встречаемся. Пятнадцатый ряд у нас с вами, девочки. И мы начинаем вязать с резиночки. Вяжем с вами 16 петель, как изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, затем 2 изнаночные, 2 лицевые, изнаночные. Так. И сейчас, как я уже и говорила, будем с вами те же, значит,
16 петель следующие перекрещивать теперь уже направо. Также переснимаем с вами дополнительную спицу 8 петелек. Считаем 8 петелек. Так, 4, 4. Сняли. И смотрите, сейчас у нас с вами будет они за работой оставаться. За работой. Спица остается за работой. И вяжем. Изнаночная. 2 лицевые. Изнаночная. 2 лицевые. Изнаночная. Связали, да? И теперь эти вот, которые за работой, 8 переснимаем на левую спицу. Смотрите, ниточку я вот сюда переношу перед собой, да, и переснимаю аккуратненько с дополнительной спицы все наши с вами 8 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пересняли, да? Теперь ниточку вот сюда, вот так, чтобы удобно было, да, возвращаю перед левой спицей и вяжу, как обычно. Изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, изнаночная. Все, мы перекрестили с вами направо 8 на 8, да, у нас так получилось. И кромочную вяжем изнаночной. Это был 15 ряд. 16 ряд мы будем вязать, как смотрят петли. И у нас с вами еще из лицевых рядов в раппорте осталось 17-19 ряды. Мы их будем вязать, как это делали всегда, то есть резиночкой обычно. Изнаночная, 2 лицевые, изнаночная, 2 изнаночные, 2 лицевые, 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 изнаночная, раппорт закончен, кромочная, изнаночная. Связали, да? Теперь 18 ряд вяжем, как смотрят петли, 19 ряд вяжем так же, как сейчас провязали 17, и 20 ряд вяжем, как смотрят петли. И далее у нас идет повтор раппорта с первого ряда по схеме. Понятно, да? Влажная тепловая обработка образца делается с помощью утюга горячим паром. Вот таким образом я это все отдаю. И вытягиваю очень энергично в разные стороны. Вправо и влево. Представьте, что вы стираете ваше изделие, а потом его мокрым выкладываете. Нужно очень сильно, чтобы влажное было полотно. Я не утюжу. Я только паром. Я только паром тяну нашу красоту. Итак, тянем энергично, очень податливое полотно, очень. Все, уже у нас с вами вырисовывается узор. Именно так он и будет смотреться в нашем изделии. Еще раз повторим и дадим высохнуть. Оставляем сохнуть образец. А сейчас будем делать расчетик с вами, маленький такой небольшой расчетик. Смотрите, измеряем ширину нашего образца. Вот у нас все высохло. Вот так оно в естественном состоянии у нас будет смотреться, полотно вязаное. И мы с вами прикладываем линеечку. У меня получается 14,5 сантиметров. Я, конечно, еще сейчас прикладываю вот сюда линеечку
нам нужно достоверные сведения. Но все равно 14,5, девочки. 14,5 сантиметров. 34 петли у нас участвовал в образце. 34 поделить на 14,5. Получаем 2 целых, практически 35 сотых. Давайте более точно так и запишем. То есть я пишу, что в одном у нас сантиметре плотность. В одном сантиметре 2,35 петли умещается. Теперь по вертикали. По вертикали измеряем также. Прикладываем линеечку, и у меня получается 18 сантиметров. Сейчас я скажу, сколько у меня рядов. Один раппорт я полностью связала, это 20 рядов, да? Второй раппорт я не довязала, 3 ряда. 3 ряда не довязала. То есть это 20 плюс 37 рядов у меня получается. Правильно? 20 плюс 17, 37. И 37, еще раз измерим, на 18 поделим сантиметров. 37 рядов поделить на 18 сантиметров. Это будет плотность ровно 2. Ровно 2. Запишем. В одном сантиметре у меня получилось 2 ряда ровно. У вас, возможно, будут свои показатели, поскольку вы можете взять и пряжу, не обязательно такую, какую я вам рекомендую, и спицы у вас могут быть другие, да? Я вам показала, девочки, для примера, как это делается, как это делаю я, как я делаю этот расчет. Потому что без этого расчета вязать ни одно изделие просто нельзя. То, что там на YouTube я видела, что как они там без расчетов вяжут, но извините, нет. Нет, я говорю нет этим способом. Итак, сейчас смотрим выкройку. Девочки, я просто влюбилась в этот узор. Я не знаю, как вы, но мне он так понравился. Вначале я думала, что это будет какая-то лапша. На самом деле так все стильно смотрится. Реально очень красивые косы получаются в виде резинки. Очень. И это не будет лапшой такой, как смотрится, вот, кстати, на модели, да? А это будет реально так хорошо, не обтягивать. Если вы правильно рассчитаете петли, обтягивать не будет, потому что мы учли плотность. Вот эти вот тугие переплетения, они удерживаются. Полотно не будет вот таким вот, да, то есть оно будет как положено, вот таким объемным, красивым. Итак, все это отступление, лирика. А сейчас давайте практику. Значит, у нас с вами вот такая выкройка. Сейчас я вам рассказываю про размеры и про петли, сколько петель набираем, как распределяем узоры. Первый размер 44-46, ширина спинки и переда одинаковая 48,5 сантиметров у меня получился, и это 114 петель. 48-50 размер, 55,5 сантиметров ширина спинки и переда, и это 130 петель. 52-54 размер, это 62 сантиметра, 146 петель. Как распределяем узоры? И как я петли считала, если кому интересно, кто не знает, я величину в сантиметрах умножила на плотность, которую мы только что с вами рассчитали, 2,35. То есть 48,5 сантиметров я умножила на 2,35. И у меня получилось число, видите, 114 петель. 114 петель распределяем следующим образом. 114 мы поделим на величину петель в раппорте. Их 32. Делим на 32. Получаем число 3,5 раппорта. 3,5. И это правильно. У нас получается, что мы по схеме вяжем с вами. Вот я нарисовала. Представьте, что это ваш наборный ряд. Мы вяжем последовательно 3 раппорта по 32 петли. 1, 2, 3. И добавляем 16 петель. Первые в раппорте для симметрии. Вот эти 16 петель мы их добавляем сюда. Получается в сумме 114 петель. Для размера 48-50 у нас 130 петель, и это чистых 4 раппорта. Ничего мы не можем по-другому сделать. Это 130 петель. То есть, смотрите, как я тоже считала. 128 мы делим на 32. 4 целых раппорта плюс 2 кромочные. Получаем
130 петель. Понятно, да? И для четвертого, и для 52-54 размера у меня распределяются узоры 146 петель, распределяется на 4,5 раппорта. То есть мы вяжем 4 раза по 32 и 16 петель первые по схеме. Еще раз повторю, первые вот эти по схеме 16 петель добавляются еще. Понятно, да, откуда я взяла число 16. И вот такое вот у нас с вами распределение узоров. Теперь, что касается петель выреза горловины и плеч. Я взяла по вырезу горловины первый размер 44, второй 46, третий 48 петель, как считала, да. То есть, ну, это 18 сантиметров, это получается 19 сантиметров, да, у нас получается на первый маленький размер. Я 19 умножала на нашу плотность, 2,35 получала, 42 петли, я взяла 44 побольше на 2 петли, потому что там, я считаю, планочка широкая, пусть побольше будет. И для второго размера 46, 48 для третьего петель. Все, что осталось, это петли плеч. Вот они там есть у вас в описании под видео, все будет. Теперь, что касается рукавчиков. Рукава. По низу рукава у нас узор на 66 петлях будет располагаться. То есть это 2 раппорта подряд по 32 петли плюс 2 кромочные. Да? Вот. И поверху рукава самой широкой части у меня получается 84 петли, 92 и 100, соответствующим по размерам. Все это будет в описании. Я посчитала уже скос. Кому интересно, как я посчитала скос, потому что все будет в описании, посмотрите ссылочку под видео. У меня есть целый мастер-класс, как рассчитать индивидуальное изделие, в том числе, как я считаю скос. Да? Это все есть. Теперь про вертикальную плотность всегда не устаю повторять. И все равно пишут иногда глупости. Девочки, не игнорируйте вертикальную плотность. Обязательно ее учитывайте в своих расчетах. Обязательно. То есть все сантиметры по вертикали переводите в ряды, сразу говорю. И вяжите согласно рядов, а не сантиметров, которые вы меряете линеечкой в процессе вязания. Так нельзя делать. У нас после стирки изделие трикотажное любое тянется. Мы уже все это потянули сознательно во влажном состоянии, но у нас уже все зафиксировалось полотно. И мы учли этот коэффициент, понимаете, растяжения нашего. И он заложен, и мы вяжем, умножая любой сантиметр на этот коэффициент. Переводим в ряды. Если вам тяжело считать рядами, рядами, то вы можете раппортами считать. У нас с вами в раппорте 20 рядов. Да? То есть, смотрите, показываю на примере. Вот у нас, предположим, 40,5 сантиметров от планки, которую мы вяжем резинкой 2 на 2, у нас начинается узор. И мы вяжем на высоту 40,5 сантиметров до проймы. Да? Вот смотрите, 40,5 сантиметров я умножаю на нашу плотность по вертикали. Она у нас ровно 2. Я умножаю на 2. У меня получается 82 ряда. Всегда четное число берется. 82 ряда. Как распределить эти 82 ряда? Как их считать? Каждый ряд, что ли, считать? Очень, да, затруднительно. Мы 82 ряда делим на наше число рядов в раппорт, на 20. И получаем 4 раппорта целых. Да? То есть вот раппортим уже легко считать. Раз раппорт связали, 2, 3, 4. Ну и там, по-моему, получается 1 ряд или 2 ряда еще дополнительно провяжете. И тут у вас начнется пройма. Но поскольку мы ее не вывязываем, у нас спущенный рукав, мы с вами просто здесь ставим отметку, что здесь у нас пройма. Понятно? Понятно. Отлично. Ну что, мои хорошие, вот все, что я вам хотела рассказать. Все детали, все эти расчеты, более такие уточненные, будут у вас под видео. Я там выложила описание.
для вашего удобства пользования. Я сейчас стала не часто это делать, но когда у меня появляется времечко свободное, я не ленюсь и делаю для вас эти расчеты. Вот. Но это, конечно, при условии, что вы берете ту же пряжу, те же спицы, да, и вяжете, как я. Если у вас все будет свое подобрано, то вам придется все это посчитать для себя индивидуально. К тому же нельзя полностью, как бы у нас рост, то есть у меня высота изделия 58,5 сантиметров, это средний рост. Если у вас рост отличается от среднего, то вам нужна здесь своя мерка. Ну, и либо вы берете свои какие-то индивидуальные параметры, которые вам хочется, например, слишком длинные хотите, там, в виде туники, да, или укороченный джемпер, пожалуйста, закладывайте эту величину вот от планки до проймы. Вот эту величину у вас можно менять в зависимости от ваших предпочтений. Ну а я на этом с вами заканчиваю мастер-класс и желаю вам удачно связать этот красивый оригинальный джемпер.